Всем привет! Начинаем с вами второй блок обучения. И первый наш сегодняшний урок – это чистка. Чистка куриным яйцом. Первое, что я вам расскажу, как можно почистить куриным яйцом ребеночка до года. В общем, выкатка яйцом, конечно же, нам не подходит, потому что ребеночек маленький, он практически все время лежит в кроватке, либо мы его носим на ручках, но посадить или поставить, тем более обкатать его будет невозможно. Но иногда маленьким деткам тоже нужна чистка, и бывают и нападки, из глаз, и все остальное, и не иногда, а вообще я советую всем это делать обязательно. Хотя бы, когда ребеночку будет полгода и ближе к году, хотя бы пару раз. Это если нет никаких симптомов и нет никаких предпосылок к чисткам, просто для профилактики. Это абсолютно безобидная легкая чистка, поэтому взрослому ее можно использовать как диагностику. Диагностику, которая покажет, какие магические воздействия энергетические есть на человеке. А ребеночку это как замечательная полноценная чистка. Ему будет вполне этого достаточно. Для этого нам надо одно куриное яйцо. Можно взять домашнее, у меня обычное магазинное. Яйцо мы не трясем, не колотим. Аккуратно нам надо, чтобы целый был желток цельный. И никаких пузыриков, ничего взбитого в яйце не было. Поэтому аккуратно мы его вынимаем из холодильника. Пускай оно немножко полежит при комнатной температуре. После этого нам нужна будет с вами вода. Для чистки малышей нужна будет вода заговоренная. Заговор я давала в прошлом блоке обучения, но для тех, кто не помнит или просто для того, чтобы повторить, повторяю. Вода водится, помоги очиститься, осветиться от сглаза людского, от беса колдовского, от нечисти всякой. Повторяем 30 раз. Эту заговоренную водичку мы с вами наливаем в банку, так будет проще всего. Нам надо, чтобы емкость, в которой будет в дальнейшем яйцо, была прозрачная, для того, чтобы мы могли спокойно провести диагностику и все прекрасно увидеть. Ну вот у меня достаточно большая банка, это 0,07, наверное, я не знаю, около литра. Ну, можно пол-литровую, совсем маленькую тоже брать не стоит, потому что яйцо должно там плавать. Значит, мы берем яйцо, аккуратно его разбиваем в эту... Я не буду сейчас это делать, мне просто, незачем, я просто выкину яйцо и воду, и все. Разбиваем яичко аккуратно, не задевая желток, вот так вот, чик, и яичко выливаем в воду. Аккуратно вместе с желтком оно вот туда падает. Лучше всего это делать тогда, когда ребенок спит. Лучше всего сделать это на ночь. Ставим мы эту банку с яйцом, что ребенку, что взрослому мы делаем на диагностику, делаем на ночь и ставим в изголовье кровати. Если нет вариантов поставить в изголовье, значит рядом с головой тоже стараемся ближе к макушке, как мы спим, ставим тогда у кровати стульчик и на стул рядом ставим вот эту банку и ложимся спать. Ребеночек, соответственно, спит, баночка стоит в изголовье. Вы тоже легли спать спокойно, все, яйцо оставили, забыли про него до утра. Утром мы смотрим, что происходит с яйцом. Значит, в общем, я вам скажу просто несколько, но все варианты я говорить не буду. Это можно посмотреть спокойно в интернете. Диагностика, это все подсказано, рассказано в интернете. Набрали диагностика на выкатку яйцом, диагностика на яйцо, что значит то или иное. В общем, могут появиться вот такие, как жгутики. Они идут либо снизу вверх, либо сверху вниз. От яйца идут жгуты, такие полоски. Это значит привязки, каналы-крадники, коперы, стяги. Это значит привязочки. Надо это убирать. Это, во-первых, надо убирать. Во-вторых, немного это уже снялось. Если на взрослого человека, то, понятно, надо проводить полноценный ритуал. Если на ребенка, то это все снялось. У ребеночка это все... Можно повторить просто вторую ночь, сделать то же самое. Но, в общем, это все снимается. Оно и показывает, оно и снимается. Дальше, если яйцо, получается, оно как в мешок завернуто становится... в такой вот белый, как кокон, желток помещается, как будто бы сверху вот так вот яичко окутали. Это порча. Дальше есть много разных и сущностей показаны, и показаны
Даже не знаю, что еще привести в пример. В общем, все воздействия можно найти в интернете, всю эту расшифровку. Если кому-то будет интересно и нужна моя расшифровка именно, то я могу это все найти, и, соответственно, где мы там с вами переписываемся, скорее всего, это WhatsApp, я вам в WhatsApp это все скину дополнительно к урокам просто файлами, или фотографиями. В общем, это все найти не проблема. Значит, вот такая вот у нас чистка для детей до годика происходит. Дальше я вам показываю, как можно сделать выкатку яйцом. Выкатку яйцом мы делаем, ну, вот у меня дочь 3 года, на нее уже могу сделать. 2 года, но это шило, это вы сами понимаете, да, поэтому, ну, там проще просто свечечкой. Но вообще сейчас я вам покажу, как делаем мы выкатку яйцом. Вода нам в дальнейшем для диагностики понадобится тоже лучше всего заговоренная. Также вот можно баночка, мисочка, что угодно, мы там разбиваем и сразу смотрим воздействие, что яйцо на себя забрало, что яйцо нам с вами показывает, что оно сняло. Значит так, я пока это все убираю в сторонку. Вот такая вот у нас будет моей дочке куколка. Она будет у нас за место подопытного кролика. Мы, в общем, ее будем чистить. Будет она у нас чистая и прекрасная. Значит, поворачиваем мы лучше всего, наверное, ну, вот так вот. Человека от себя мы отворачиваем. Ну, или к себе поворачиваем. Не знаю, мне почему-то хочется так. Я сейчас буду делать так. И начинаем. Кто-то катает вот так вот. Спину отдельно. Потом переходит и отдельно перед. Не знаю. Ну, мне этот способ не нравится. Те, кто меня обучается, я уже говорила, что я ни у кого не обучаюсь. Меня обучают силы. И как мне показывают, может быть, это мои наработки с прошлых жизней, или это то, что мне подсказывают, но вот как идет, так я вас и учу. Потому что, извините меня еще никогда не обманули, не подвели, и все ритуалы, и все знания, которые ко мне приходят, все действенные и рабочие. Значит, мы с вами берем яйцо в руку. Яйцо мы не катаем. Вот так вот никто не делает. Так нельзя. Это все будет болтыхаться, и у нас с вами все будет не так. Яйцо взяли и зажали. Дальше работают мы и руки, не яйцо. Яйцо в этом положении остается до самого низа. Мы с вами начинаем делать, вот у нас человек, да? Вот у нас с вами часовая стрелка. Как я уже говорила, по часовой стрелке мы плюсуем. Мы делаем нам хорошо. Поэтому какая же чистка яйцом, если мы делаем на плюс? Никакой. Мы делаем все против часовой стрелки и пошли вдоль человека. Он у нас стоит, и мы с вами поехали. Ничего можно не говорить, можно говорить. Там человека очищаю. Я не буду обходить, понятно, потому что он у меня стоит на столе, понятно. А вы пошли. Я вам просто поворачиваю куклу. Там, ну, я, грубо говоря, человека, не знаю, Елену. Елену очищаю. Весь негатив, деструктив. Что к Елене прицепился? Что за Елену зацепился? Все на яйцо собирается. Все с Елены снимается. Все порчи, все корчи, все заклятия, все проклятия, все, что зацепилось, все, что к Елене прицепилось, все на яйцо собирается, все в яйце запирается. Все снимаю, убираю, Елену очищаю, с ее шеи убираю, с груди убираю. С позвоночника, со спины снимается, с плеч убирается, с груди снимается, в яйцо запирается. Пошли дальше, со спины все убираю, с живота там все снимаю, с грудной клетки убираю. Ниже, 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 по спирали до самых пяточек. Ноги по отдельности не надо, 2 ноги человек вместе сводит, и мы вдоль ног вот так, яйцом и проходим, яйцо в неподвижном состоянии у нас. Двигаемся только мы. Ну, удобно, можно и человека крутить. Крутись и все, как юла, а вы стойте на месте, это не принципиально. Главное, мы не тревожим яйцо и работаем против часовой стрелки. После этого мы с вами яйцо в нашу заговоренную воду также аккуратно, не разбивая желток. Чик, опрокидываем.
и ту же самую диагностику, которую у нас можно найти в интернете, что показывает то или иное, что показывают жгутики, что показывают кокон, что показывает там пузыри, еще что-то, пена. Это все, ну, я вам, наверное, скину. Кто у меня будет начинать обучение, сразу я буду скидывать эту информацию вам дополнительно фотографии или чем-то на WhatsApp. В общем, вот так вот у нас проходит чистка яйцом, выкатка яйцом. Кстати, очень тоже хороший действенный ритуал. Ну, не скажу, что вы снимете так очень сильной порчи, но в любом случае продиагностировать и какие-то минимальные магические воздействия, такие как сглазы, мы можем снять сглаз, зависть и какие-то небольшие закрытия, перекрытия. Понятно, что если вы будете там несколько дней делать яйцом там с утра до вечера, то, понятно, вы яйцом это выкатаете, но сами понимаете по времени, сколько это будет, если сделать это свечами, или сделать это потом свинцом, или все-таки катать яйцом. Но в любом случае такая чистка есть, я вам должна ее рассказать, она действенная, она хорошая. В общем так, с яйцом мы с вами заканчиваем. Дальше я вам в этот же урок даю яичком. Пользуйтесь, практикуйте, тренируйтесь на близких, на родных. Яйцом лишнего мы не снимем. Это не сильная чистка. Если свинцом можно снять лишнее, и потом человеку может стать от вашей чистки не то, что хорошо, а даже плохо, может быть обесточивание энергии, да, недостаток энергии, слабость, апатия. Если мы перечистились, то яйцом этого не сделаешь, потому что яйцо это достаточно легкая чистка. Дальше я вам даю для деток, также для деток до года лучше всего, можно и дальше, но это именно для маленьких деток, это достаточно хорошая и сильная защита именно для малышей. Одевается она на левую руку. Все знают красную нить, да, многие взрослые ее носят. Ну, если честно, как для взрослого, это просто миф. Как защита, просто, я не знаю, для отвода глаз, наверное, ну, там зависть она какую-то уберет, и все. Ну, на ребенка она действует замечательно. Значит, мы на левую руку берем красную шерстяную нитку и говорим, пока повязываем, не торопясь, мы это говорим, завязываем на 3 узелка, и потом ниточку лишнюю обрезаем. Сейчас я это не буду делать, я вам просто показываю. Красную нить на руку надеваю, от сглаза и порчи своего ребенка защищаю, от любых бед и напастей защиту выставляю, от негативных воздействий свою дочь, своего сына оберегаю. Как весь негатив на нить соберется, красная защитная нить порвется. Да будет так. Завязали, отстригли, все, живем спокойно, ниточку периодически меняем. На моем случае она, по-моему, 1 раз рвалась у меня у ребенка, я старалась ее достаточно часто менять. В общем так, это я вам рассказала. Значит, сейчас у нас будет вторая часть первого урока. Я вам сейчас покажу заговор тоже для деток на булавочку. Булавочку тоже мы красной ниткой обвязываем. Я просто сейчас не взяла булавку. Сейчас я прервусь, паузу нажму и схожу за булавкой и расскажу вам про заговор на булавочку, защиту для деток. Тоже прекрасно работает. Если красную нить видят все, то булавочку можно и в куртку какой-то потайной кармашек, и еще куда-то, когда в садик идет. И вообще везде-везде. Главное, булавочку покупать, понятно, для деток, которые, ну, не открываются. Такие защитные, есть с защитным замочком, чтобы ребеночка не уколоть, и все было хорошо. В общем так, сейчас я вам дам заговор на булавку. И в сегодняшнем уроке мы еще с вами будем работать с воском. Я вам покажу сейчас, как мы работаем с воском, как мы воск очищаем. И через воск, как мы делаем отсечение всяких болезней, закольцовок и всего остального. В общем, первая часть урока закончена. Увидимся во второй части.